Всем привет! Я сегодня занимаюсь незапланированными ремонтными работами, как и говорил в прошлом видео. Последние 3-4 дня не знаю, что-то было такое, что вся техника, которая имеется в наличии, вышла из строя. Из-за чего молодьба становилось самое неподходящее время, когда солнечная теплая погода. Надеюсь, что черная полоса уже закончилась. Вчера, кстати, был уже первый положительный звоночек. Позвонил мастер, сказал, что компьютер отремонтирован, можно приезжать забирать. А я сегодня пытаюсь уже восстановить все остальное. И с самого утра начал с мотоблока. Вчера, когда намотала трапку на шкив, я ее снял, завелся, хотел поехать овес забрать с поля, чтобы не валялся. А он и не поехал. Оказывается, что перекрутила рычаг сцепления на другую сторону. Я его разобрал, на место поставил, и теперь мой конь в полной боевой готовности. Может быть и ненадолго, так все-таки эта оплошность не прошла бесследно. Треснул один из приводящих ремней, и нужно будет его заменить, пока не порвало полностью. А потом сразу взялся за молотарню, чтобы закончить начатое и все же домолотить зерновые. И уже он полдня мучаюсь. Сначала долго не мог шкив снять. Здесь в пазу был клин такой вбит и обломан по самый край, что нельзя было его зацепить. С обратной стороны тоже не подсунешься, чтобы выбить. И долго не мог его оттуда выковырять. Рассверливать тоже не получится, потому что паз-то квадратный, только испортишь. Я вышел с положения. Я посмотрел, было расстояние еще до упора подшипника. И просто загнал шкив дальше поглубже. Появился кончик этого, и потом зацепился, подковырнул. И когда наконец-то добрался до подшипника, то сразу подтвердилось, что он является виновником торжества. Вот уже который час колдую. Все разобрал, что можно. Осталось только стянуть его с вала, и достать с обоймы. И сделать нужно это аккуратно, не повредив его сильно, чтобы можно было поехать и подобрать такой же. Потому что нет инструмента, чтобы замерить все необходимые размеры. Да и на нем нет никаких опознавательных знаков. В принципе, обойму можно еще с собой взять, она не такая уже тяжелая. А вот вал приварен к барабану, а чтоб его вытащить, придется весь каркас разбирать. Да, еще нужно аккуратно снять, чтобы вот эту резьбу не повредить, а то назад потом не соберешь. Пытался так стянуть, да, безуспешно, там все плотненько сидит, нужен какой-то съемник. Нашел 2 болта, подходящие с приваренными крюками. Попробую из него что-то замутить. И еще параллельно разогрею обойму, чтобы металл расширился и стало посвободнее. Главное, чтобы там коррозия и все это не прикорело. Еще, чтобы черная полоса точно уже закончилась. А то мои вчерашние злоключения на поломке комбайна не остановились. Солнце село, а я все тружусь на поле. Забрал все зерновые наконец-то. Как забрал? Собрал. Загрузил пока в воз, чтобы не оставлять на поле. Все же роса очень много, и получается, что лишнюю работу делаешь. Каждый день нужно приходить их ворочать. Мотоблок пока не исправен, но езжу, у меня план Б всегда. 69-й меня пока еще не подводил. Как говорил. Влезло все в один воз, весь овес, не так его и много. Главное тут еще по ухабинам довести, а то как-то широко нагрузил, а сверху прижать нечем. Не довез. Решил по полю поехать, думал, так будет получше, уже скошено, а оказывается он полвоза оставил. Свалило с этой стороны. Возвращаться, тут хорошо. Поле скошенное, можно вернуться не так, как было это с сеном. Какой-то сегодня все же невезучий день. Надо
заканчивать, идти отдыхать. Вот это вернулся забрать. А еще по дороге поразбрасывал. Вон еще 2 кочки валяются. Ну, вроде довез на этот раз все. Ну, почти довез. Чуть-чуть не хватило, чтобы во двор заехать. Все, надо идти спать. Я это сделал. Смекалка и упорство творят чудеса. Главное, с места сорвал, а там, я думаю, дальше пойдет. Ну, а с обойму будет уже намного попроще. Можно будет в гараж занести, в тиски зажать, ну или в крайнем случае подобрать размеры, а потом зубилом выбить его и выкинуть. Главное, чтобы в магазине был такого размера и можно было подобрать. В принципе, здесь и метка уже есть со внутренней стороны. Можно будет загуглить перед подъездкой. Ну, все равно сегодня не поеду, выходной, скорее всего, магазины не работают. Завтра уже рвану. А сейчас займусь каким-нибудь другим делом. Ну еще выбью, попробую и с собой моего. Может быть, тоже с помощью этого съемника получится. С обоймой вообще легко, даже и съемник не понадобился. Если знаешь элементарные законы физики. Разогрел ее по кругу, она расширилась, пара ударов молотков и подшипник выскочил. Все, на сегодня хватит. Картошечка. Соседка отдала мелкую для кроликов. Я свою еще не копал, хотя можно было уже недели 3 спокойно выкапывать. Когда был ураган, когда дорогу размыло, то на следующий день вся картошка почернела, а через несколько дней и вообще одни только дудки остались. Ну, пока еще все руки не доходили. Думал сегодня заняться этим. Хотя ее там у меня немного, то можно в любое время, даже и в дождливую погоду, там чуть прояснилось, побежал, покопал немного. А сейчас займусь другой работой, которую уже нужно было тоже давно сделать.
Нужно пчел посмотреть, посокращать ему гнезда, повыбрасывать лишние рамки и подготовить уже к зиме. Обычно это делают на медовый спас, это недели 2 назад. Сосед как раз тоже в этот день пчелами занимался. Ну а я решил пока не спешить. Решил не соблюдать устоявшиеся традиции. В последние годы климат сильно изменился, и теперь теплее намного дольше. Раньше до спаса уже взятка не было, пчелы дома сидели, поэтому и начинали сокращать. Да и в начале сентября уже холода приходили. А мои пчелы он до сих пор активно откуда-то нектар таскают. Ну, сейчас уже активность немного спадает, можно было бы еще подождать. Но там неизвестно, какая погода будет. Мало ли, задождит и не влезешь к ним. А если сильно рано сократить гнезда, то им просто не будет куда нектар таскать, где мед делать, да и расплод где выращивать. Да и у меня задача в этом году стояла не мед сделать, а пчел. В этом роду у меня все новые семьи. В эти улья я не так и давно заселил диких пчел, привезенных из леса, пойманных в ловушке. Ну, я их уже спарадковал и подготовил к зиме. Нужно будет только еще немного попозже заглянуть и убедиться, что с кормами у них все в порядке. Ну, а в этих ульях пчелы живут уже подольше. Я их пересаживал в начале лета. В желтом улике это самый первый рой пойманный в этом году. В синих пчелы, привезенные из той деревни, которых я пересаживал. В центральном улике желтом, в принципе, тоже молодая семья. Это самый первый рой, пойманный в ловушке, который был на дубе. Помните, такой самый большой и массивный. Ну, а последний я уже и не помню. Тоже рой, пойманный в этом саду. Какой-то из этих ульев бы пороелся. Ну и так как те пчелы не так давно здесь, то у них рамок не так уже и много, по 6-7. Как раз то количество, которое нужно на семью на зиму. Ну а в этих ульях уже по полному корпусу рамок по 10-11. Некоторые даже я еще пробовал и магазинные рамки подставлял, где семьи покрепче. Ну вот их и нужно будет сократить до 8-9 рамок, а лишнее забрать. Посмотрел 3 желтых улья и понял, что я вас обманул. Оказывается, это рой с первой ловушки с дуба. Это не в центральном улье, а в том крайнем. Там еще соты до конца не достроены. Ну, семейка такая довольно хорошая, развивается активно. Есть расплод, есть даже свежий расплод. Буквально там маленькие червячки, только заложена целая рамка. Пирги запасов себе натаскали, меда на зиму тоже. Довольно хороший результат. Этот так, более-менее, а вот с желтым центральным вообще не знаю, что с ним происходит. Такое чувство, что матки нету. Пчелы вроде бы и есть, но они какие-то такие непонятные. Расплод только старый, уже на выходе, нового нету, хотя по идее должен быть. Запасов пирги вообще ни капли. Запасов меда тоже нету. Не знаю, о чем они думают, как собираются зимовать. Придется их кормить. Ну, буду сейчас смотреть эти синие, с ними должно быть повеселее. Семьи-то уже прошлогодние, зимовалые. Так они быстрее развивались и, может быть, натаскали меда с лихвой и будет меня чем угостить. Ну, у этих не так-то и все хорошо. Магазинные рамки даже не оттянули. Даже не начали тянуть и не получилось проверить,
Будут ли они их брать такие без проволоки. Ну ладно, посмотрим. Может там внутри будет что получше. Все же 12 рамок. А нужно оставить 8-9 в зависимости от размера семьи. Ну, пустая тоже вощинка первая. Только начали тянуть. Ну, было чем заняться. Молоденьким челком. Теперь понятно, почему они до магазина не добрались. Еще с этими не закончили. А забирать у них оказалось и нечего. Не, меда-то они принесли себе. Можно было чуть-чуть и забрать, да вот на каждой рамке расплод еще. Рано я к ним и залез, где-то через недельку надо будет, когда расплод выйдет, повытаскивать рамки 3 из гнезда. А так оставил у них... Сколько я оставил? 9 штук. Этого будет и многовато. Ну, посмотрим, что у этих. О, у них тут движуха. Чего много. И магазинные отстроили. Ставил в разнобой, потому что сюда я не мог их ставить. Из-за того, что у старых рамок плечики не отрезаны. Когда я их поворачивал, они торчат и мешают. А сразу виден косяк с магазинной рамкой. Отстроить-то они отстроили. Но вощинка завернулась от температуры. Немного даже напрямка принесли. Ну, совсем чуть-чуть. Ну и не очень хорошо отстраивают дырки, получается, из-за того, что большое расстояние. Наверное, так не годится все же делать магазины. Ну, сейчас посмотрим на остальных. Ну что, магазинные рамки отстроили, даже начали мед уже запечатывать. Ну, по крайней мере, в этой. С одной стороны. Собираем. До конца не отстроили. А это забираю. Рано я к ним полез. Еще нечего забирать и не мог их сокращать гнезда практически. Во всех есть расплод. И пчелы злятся сильно. Отстаньте, все, я закончил с вами. Вот, ну зато хоть посмотрел, знаю, какая у них обстановка. Надо будет недельки через полторы, когда расплод выйдет, позабирать с центра гнезда вот эти вот рамки, где мало меда, закинуть их за составную, поперетаскивают. Ну, меда вроде бы у них есть. В синих так они себе нанесли. С одного я забрал одну рамочку, ну а со второго магазинные и тоже одну. Потом еще возьму попозднее. А, 2 забрал с медом. Позже еще можно будет с середины гнезда забрать, потому что осталось практически целый корпус. Ну, осталось посмотреть еще 2 улья. С этим, скорее всего, ничего ожидать и не стоит, потому что проблемная семья была, они без матки остались, отрутневели. Я потом пытался восстанавливать, ну а потом уже сначала трутневку убрал, а потом досыпал небольшой раек, вроде бы семья восстановилась. Ну, хотя у них тоже целый корпус. Ну, а это хорошо отработало. Практически целый корпус новых рамок отстроили. Ну, у них сейчас где-то 1,5 корпуса. Буду смотреть. Тут уже нужно и по-другому подходу, 2 корпуса снимать. Один по-любому надо будет забирать, чтобы сократить его до 1. Ну, начну с того слабого, а это оставлю на десерт. Тут они под яблоней, с ними работать неудобно. Я их оттуда по чуть-чуть, по полметра передвигал, перетаскивал, хотел ко всем. Ну, а потом они со временем уже тяжелые стали. Стало их неудобно, так решил оставить до зимы. Зимой уже перенесу.
Ну, тоже, видите, расплоды, еще червячки даже, он самые маленькие, только откладываю. Семья восстановилась, хороший райок попался, хоть был там совсем маленький сожменьку. Маточка работает на ура. Можно приступать и к десерту. Этот улей, скорее всего, придется расформировать несколько этапов. Если всех пчел в один улей согнать, то, возможно, им и тесно будет. Но посмотрим еще, смотря сколько их там. Может быть, и не так много. А может, наоборот, расплоды в двух корпусах, и ничего не сделаешь. Так без опыта и не скажешь. Но единственное, где можно будет поживиться метком, это только если этот улик. Потому что там, что взял пару рамок, придется доставить соседние. У этих тоже так себе расплода много, меда не очень. А сейчас, наверное, уже нигде не натаскают, хотя летают куда-то. А уже вроде бы и не цветет ничего. Ну, по идее же, вереск должен зацвести. А по-белорусски следующий месяц, сентябрь, это вересень, когда цветет вереск. А может быть, лесов у меня много, может и верзы у Бога будет много. Эти даже достроили снизу, но вроде пока расплода не видно. Если не будет расплода, то весь корпус можно будет и забрать. А нет, вот и расплод. Вам сюда нельзя. О, вроде справился. О, еще недельки через полторы, когда расплод выйдет, нужно будет повторно еще смотреть. И в некоторых семьях еще больше сократить, позабирать рамки. Ну а последний улик все же удалось сократить до 12 рамок до одного корпуса. Хотя пчелы не хотели их отдавать и держались до последнего. Разозлились по-страшному. Сейчас во двор лучше и вообще не выходить. Вон целая толпа собралась в двери ломиться. Ну, конечно, они трудились все лето, по капельке собирали этот мед, а я пришел за несколько часов, половину отжал. Хотя не так уже и много. Собирал же в основном пустые рамки. Ну и вот эти вот получились с медом, да и то в основном у них так где-то по трети его в рамке. Но только что в последнем уле двухэтажном удалось забрать две полномедные. О, целенькие. Да и то, одна же семья. Вообще без меда нужно будет им подставлять, подкармливать. Да и других нужно посмотреть, когда расплод выйдет ближе к осени. Тоже, может быть, нужно будет им доставлять. Так что такие вот дела, меда, можно сказать, и нету. Ну, что-то да и получится натрясти. Тоже не зря доставал медогонку и мыл.
Вот он, первый свой медок. Смотрите, какой золотистый, янтарный, тягучий. Хотя что я такое говорю? На самом деле свой мед я ем уже все лето. Когда семьи пересаживал, забрал у них по несколько рамок. Ну, только что я его не вытрясал, а так ел прямо сот, потому что рамки все равно не было смысла сохранять. Переводил на новые. Ну, значит, будет правильно сказать, что это первый свой вытрясенный медок. Только что я его переливать стал рано. Совсем еще не отстоялся. Вон сколько пузыриков и крошки восковой. Поспешил. Хотел дом побыстрее показать. Потому что из-за того, что он такой густой и тягучий, отстаиваться будет, скорее всего, несколько дней, пока все пузырьки из него выйдут. Ну а полакомиться можно и вот этим метком, который вместе с забрусом идет. Тут его тоже достаточно. Главное, чтобы поджелудочная выдержала от такого количества сладкого. Ну а пока он будет стекать, отнести эти рамочки, вытрясенные пчелкам, поставить, чтобы облизали, чтобы каждая капелька меда не пропадала.